Всем доброго дня, друзья! Сегодня вас ждет вторая двадцатка интересных, но, к сожалению, снятых с производства мотоциклов. А кто не смотрел первую, ссылка будет в описании. Открывает выпуск так называемый младший брат VMAX Yamaha FZX 750, который производился с 1986 по 2000 год и в экспортном варианте получил приставку Phaser. Имея похожий силуэт, этот пауэр-круизер оснащался не V-образной, а рядной четверкой. 749-кубовый двигатель достался мотоциклу от спортбайка FZR 750, который выдает 96 лошадиных сил и 76 ньютон-метров крутящего момента. Японская версия выдавала 77 лошадиных сил. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Снаряженная масса 226 кг. Бак вмещает 13 литров. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра на 100 км. Honda VF 750 Magna V45. Этот легендарный мотоцикл впервые был представлен в 1982 году, однако большую популярность получило его второе поколение Honda Super Magna 750, которое вышло в 1987 году. Здесь японцы решили уйти от классического стиля круизера тех времен к спортивным чертам пауэр-круизера. Это более низкая задняя часть и широкая задняя резина на цельном алюминиевом диске. Выхлопная система стала более выразительной 4 в 4, что стало действительно уникальным решением для круизеров. Однако изюминкой, конечно же, является 748-кубовая V-образная четверка, которая выдавала 77 лошадиных сил в Японии и 88 лошадиных сил в экспортном варианте. Крутящий момент составлял от 60 до 65 ньютон-метров. При сниженной массе в 242 кг от 0 до сотни пауэр-круизер разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Бак вмещает 13 литров. Сниженная масса 243 кг. Последнее поколение уже с обычной внешностью вышло в 1993 году и покинуло конвейер в 2003. Знаменитый Yamaha BT 1100 Bulldog, который появился в продаже в 2001 году. Этот Naked интересен тем, что получил двигатель и кардан от круизера Yamaha XV 1100 Virago, а передние тормоза от Yamaha R1. Этот 1063-кубовый V-Twin с воздушным охлаждением обладает великолепной тягой на низах с максимальным крутящим моментом 88 ньютон-метров на 4500 оборотов в минуту, а максимальная мощность составляет 65 лошадиных сил на 5500. При сниженной массе в 250 кг мотоцикл от 0 до сотни разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Бак вмещает 20 литров топлива. Бульдог покинул конвейер в 2006 году.
BMW K1300R, этот очень интересный как внешне, так и технически баварский Naked, производился с 2007 по 2015 год. Его сердцем является рядная 1293-кубовая четверка, которая выдает 173 лошадиные силы и 140 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни заявлен как у современного литрового спортбайка 2,8 секунды. Максимальная скорость более 250 км в час. Средний расход топлива заявлен максимально к реальному, как 6,9 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Снаряженная масса 243 кг. Мотоцикл выделяется среди одноклассников своей необычной подвеской и, конечно же, карданным валом. Honda NRX 1800 Valkyria Runa. Этот мотоцикл с неповторимым дизайном был создан на базе Honda GL 1800 Goldwing и имел все самые передовые технологии Honda на тот момент. Выпускался этот шедевр изначально в ограниченной серии 1500 штук с 2004 по 2005 год, что и придает ему еще большей ценности. Руна имеет алюминиевую раму, консольный задний маятник, переднюю вилку с нижним рычагом, комбинированные тормоза и, конечно же, карданный привод. А сердцем является 1832-кубовый оппозитный шестицилиндровый двигатель, который выдает 118 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни эта 400-килограммовая махина разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 км, при том, что бак вмещает аж 23 литра. Suzuki GSF 1250 Bandit, который японцы выкатили на смену 1200-му бандюку в 2007 году. Классический дорожник получил новый 1255-кубовый двигатель уже жидкостного охлаждения, а за питание отвечает инжектор. Максимальная мощность составляет 100 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса 222 кг, бак вмещает 19 литров. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. На ум опять-таки приходит прямой конкурент, который и сейчас продается новым, это Honda CB 1300. Однако голая версия была снята с производства уже в 2012 году. Версия S с обтекателем дотянула до 2016 года. В 1987 году компания Kawasaki выпустила очень интересный мотоцикл Kawasaki ZL-1000 Eliminator, который сменил собой ZL-900. Сердцем этого пауэр-круизера является рядная 998-кубовая четверка от спорттуриста Kawasaki GTR 1000, которая здесь выдает 110 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. Несмотря на снаряженную массу в 270 кг и кардан, от 0 до сотни пауэр-круизер разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км.
Бак вмещает 18 литров. Мотоцикл очень редкий, так как он покинул конвейер уже в 1988 году. Honda X11. Этот большой Naked выпускался с 1999 по 2001 год. Мотоцикл был построен на базе спорттуриста Honda CBR 1100 Blackbird. С него сняли весь пластик и дефорсировали двигатель, который получил лучшую тягу на низких оборотах. В итоге 1137-кубовая рядная четверка стала выдавать 136 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 254 кг от 0 до сотни раздетый дрозд разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает внушительные 22 литра. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. В отличие от спорттуриста, Naked получил вместо 6 пятиступенчатую коробку передач. Самая большая серия круизеров Yamaha XV 1900 впервые появилась в 2006 году. Однако очень интересной версией стал заводской кастом Yamaha XV 1900 Rider, который производился с 2008 по 2017 год. Мотоцикл имеет агрессивный стиль с удлиненной вилкой, низким сиденьем и широким 210-мм задним колесом. Сложность инженеров компании заключалась в том, чтобы совместить стиль, вдохновленный чоппером, с шасси, которое обеспечивало бы превосходные характеристики. Сердцем XV 1900 Rider является V-образная двойка воздушного охлаждения объемом 1854 кубических сантиметра, которая выдает 100 лошадиных сил и 168 ньютон-метров крутящего момента, доступного уже с 2500. При сниженной массе в 347 кг Райдер от 0 до сотни разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Всю мощь на заднее колесо передает ременная передача. Средний заявленный расход топлива 6,2 литра на 100 км, что весьма кстати при довольно маленьком баке, объем которого составляет всего 16 литров. Одним из самых интересных и уникальных мотоциклов итальянского бренда Moto Guzzi я считаю модель Grissa 8V 1200, которая пришла на смену первопроходцу Grissa 1100 в 2007 году. Самый мощный Naked компании оборудован инжекторным двигателем V-Twin воздушного охлаждения с поперечным расположением цилиндров и объемом в 1151 кубический сантиметр. Максимальная мощность силовой установки составляет 110 лошадиных сил и 108 ньютон-метров крутящего момента, которые передаются на заднее колесо через карданный привод. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды, максимальная скорость 210 км в час. Средний расход заявлен в 6,1 литра на 100 км. Производитель указывает сухую массу в 222 кг. Бак вмещает 16,7 литра топлива. Этот итальянский шедевр покинул конвейер в 2017 году.
Honda XR-V 750 Africa Twin. Это поистине легендарный туристический эндуро, который по своим внедорожным возможностям на голову превосходит все современные аналоги. Мотоцикл может увезти своего владельца хоть на край света, а затем без проблем вернуться обратно. Комфортный проходимец оснащается двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения объемом 742 кубических сантиметра, который выдает максимально 62 лошадиные силы и 63 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 234 кг XR-V 750 от 0 до сотни разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость 180 км в час. Средний расход заявлен как 6,2 литра на 100 км. Бак вмещает 23 литра. Подвеска имеет настоящий внедорожный ход 220 мм спереди и 214 мм сзади. BMW K1300S – спортивно-туристический мотоцикл, как и его ранее упомянутый собрат Naked BMW K1300R, встал на конвейер в 2007 году. BMW позиционировала эту модель как самого выдающегося представителя K-семейства и самого мощного и быстрого мотоцикла концерна. Здесь 1293-кубовая четверка выдавала 175 лошадиных сил и 140 ньютон-метров крутящего момента. Несмотря на сниженную массу в 254 кг, разгон от 0 до сотни заявлен в 2,8 секунды. Максимальная скорость 280 км в час. Средний расход топлива 6,7 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров топлива. Среди конкурентов мотоцикла выделяется передней подвеской Dual-Lever и задней Paralever, а также карданным валом. BMW K1300S сняли с производства в 2015 году. Honda VTX 1800. Этот настоящий архаичный гигант на момент своего появления в 2002 году имел самый объемный двигатель из всех существующих в компоновке V-Twin. Только в 2004 году Kawasaki выделились своим VN2000. VTX 1800 оснащается специально разработанным двухцилиндровым V-образным инжекторным двигателем жидкостного охлаждения объемом 1795 кубических сантиметров, который выдает 106 лошадиных сил и почти 163 ньютон-метра крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 4 секунды, а максимальная скорость 220 км в час. Сниженная масса 351 кг. Мотоцикл мог похвастать наличием большого числа заводских модификаций, однако полностью он покинул конвейер в 2008 году. Suzuki WX800. Этот еще один интересный мотоцикл выпускался с 90 по 97 год. В его основу инженеры положили двигатель от Suzuki Intruder VS750, слегка его доработав и добавив ему полсотни кубических сантиметров объема.
Пятиступенчатая коробка передач также перекочевала на VX800 с интрудера, как и, собственно, карданный привод, довольно редко встречающийся на классических мотоциклах. Этот чопперный мотор максимально выдает 63 лошадиные силы и 73 ньютон-метра крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 214 кг, плюс 18-литровый бак. От 0 до сотни VX800 разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Как вы знаете, сейчас новым в США продается знаменитый круизер Suzuki Boulevard M109R. Однако для тех, кто хотел себе такой мотоцикл, но мощность в 125 лошадиных сил и 160 ньютон-метров была избыточной, компания в 2009 году предложила младшую версию Suzuki Boulevard M90, которая на всех других рынках, кроме США, продавалась под названием Suzuki Intruder M1500 или VZ1500. Мускулбайк оснащался V-образной двойкой объемом 1462 кубических сантиметра. Но в отличие от всей серии, двигатель Boulevard M90 имел угол развала цилиндров 54 градуса, а не 45. Плюс жидкостное охлаждение, 4 клапана вместо 3, повышенную до 9,5 степень сжатия, более производительный впрыск топлива с 2 форсунками. Все это позволило существенно повысить максимальную мощность и крутящий момент до 106 лошадиных сил и 136 ньютон-метров. Разгон от 0 до сотни занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Снаряженная масса 328 кг. Бак вмещает 18 литров. Мотоцикл был снят с производства в 2019 году. Kawasaki ZX-12R. Этот спортбайк-переросток появился в 2000 году, так как компания Kawasaki решила побороться за звание самого быстрого серийного мотоцикла. Для него была специально разработана новая рядная четверка объемом 1199 кубических сантиметров, которая выдавала 181 лошадиную силу и 137 ньютон-метров крутящего момента, а система инерционного наддува при максимальной своей производительности повышала ее до 190 лошадиных сил. В боевом состоянии ZX-12R весит 243 кг, разгон от 0 до сотни занимает 2,9 секунды, максимальная скорость 299 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров топлива. В 2006 году спортбайк сменил уже гипербайк Kawasaki ZX-14R. Honda GL 1800 F6C Valkyria. В отличие от ранее упомянутой руны, этот шестицилиндровый круизер был доступен всем желающим с 2014 по 2017 год. Мотоцикл основан на знаменитой Honda Goldwing и имеет ту же оппозитную шестерку объемом 1832 кубических сантиметра, которая здесь выдает 117 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента.
Однако снаряженная масса здесь куда меньше, составляет 342 килограмма, поэтому от 0 до сотни Valkyria в идеальных условиях способна выехать из 4 секунд. Средний расход топлива заявлен Хондой как 5,9 литра на 100 километров, что при баке в 23 литра обещает приличный запас хода. Yamaha XGR 1300. Этот легендарный классик пришел на смену XGR 1200 в 1998 году. Надежная рядная 1250-кубовая четверка воздушно-масляного охлаждения в зависимости от рынка выдавала от 98 лошадиных сил в Японии и до 106 лошадиных сил в Европе, и от 98 до 100 ньютон-метров соответственно. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 253 килограмма, бак вмещает 23 литра, а от 0 до сотни XGR 1300 разгонялся за 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. В 2015 году Yamaha XGR 1300 получает новую внешность в стиле ретро, а в названии добавляется буква C. Однако уже в 2016 мотоцикл был полностью снят с производства, так как его устаревший двигатель не мог вписаться в новые экологические нормы. Совсем недавно взгрустнули поклонники стритфайтеров от компании Kawasaki, так как в 2020 году был снят с производства литровый Naked Z1000, его вытеснил надувный собрат ZH2. Так что сейчас самым большим атмосферным стритфайтером является Z900. Напомню, Z1000 имеет рядную четверку объемом 1043 кубических сантиметра, которая выдает 142 лошадиные силы и 111 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Снаряженная масса 221 кг. На данный момент продается только Z1000 в пластиковом исполнении. Это спорт-турист Kawasaki Z1000 SX. Заканчивает выпуск Suzuki TL1000S. Этот мотоцикл появился в 1997 году вследствие желания компании создать достойного, но более бюджетного конкурента итальянским мотоциклам Ducati. И это у нее получилось. Специально разработанный двухцилиндровый V-образный 996-кубовый двигатель выдает 125 лошадиных сил и 104 ньютон-метра крутящего момента.
При сниженной массе в 187 кг от 0 до сотни TL1000S разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Средний расход заявлен как 6,3 литра на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Из особенностей TL1000 следует выделить систему ГРМ, сочетающую использование цепей и шестерен, алюминиевую раму и, конечно же, необычную систему задней подвески. Наряду с классическим маятником используется роторно-поршневой амортизатор, закрепленный практически горизонтально на правой стороне мотоцикла и осуществляющий демпфирование посредством специальной тяги. Мотоцикл был снят с производства уже в 2001 году.